Честно говоря, я не помню. Добрый вечер, товарищи. Все вы знаете... Я это выступление знал, но не видел его, не смотрел и не слышал. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. Горбачев выступил по телевидению с этим обращением значительно позднее аварии. Молчание его объяснялось только одним – получением той информации, которая ему была необходима. А я не исключаю и того момента, что минут 40 ему рассказывали, что такое атомная энергетика и к каким последствиям может привести Чернобыльская катастрофа. Меня к Горбачеву не пустили, хотя я ездил в тот период вместе с Хемом, с Алгаником. Хем ему задавал вопросы, а он отвечал, Горбачев. При всем обилии информации, которую вы, конечно, получали, при всей осведомленности всего, что произошло, как потом впоследствии оказалось, вы получали полную и объективную информацию? Как вы впервые узнали об этом? Какая полнота информации была для того, чтобы вы могли принять какое-то правильное решение? Я думаю, что Чернобыль, вообще говоря, очень многое вскрыл. Можно даже сказать, не только страна, но даже мир. Вот жили до Чернобыля и после Чернобыля. С самого начала я стремился, и все со мной в Политбюро стремились, конечно, получить все, что можно получить. Но уже сразу мы почувствовали, что что-то с информацией не получается. Ждем от комиссии новостей. Один звонок, другой звонок. Они не могут никак. Хотя там же, сразу же в комиссию вошли и академик Велихов, и Легасов, и много других специалистов. Уж не говоря об атомщиках, вот, специалистах, так сказать, из отрасли. Это немного меня удивляло. Потом я разобрался, я начал разговаривать напрямую прямо с учеными же. И Николай Иванович особенно разговаривал. Мы его утвердили председателем комиссии Политбюро по этому вопросу. И он говорит, я не добьюсь, потому что они не могут разобраться, оценить. Вот поэтому прямо сходу столкнулись с такой вещью, что не могли по-настоящему сразу оценить. И вообще говоря, у людей тогда даже появилось, что мы что-то темним. А у нас там, знаете, происходили такие вещи, что на одном из заседаний, когда мы слушали и допрашивали Славского, Ефима Павловича, министра, и Александрова Анатолия Петровича, что мы от них услышали? Я был потрясен, вообще говоря. Я думаю, что это уже какая-то разухабистость такая у этих людей была. Ну, они, в общем-то, пользовались огромным же авторитетом и так. Вольно себя чувствовали всегда, везде. Но я подумал, что в этом-то случае. Вдруг они заявляют, один и другой. Да бывали эти аварии на промышленной, все. Ну, что мы делали? Выпьешь хорошо, закусишь и все. Ну, ей-богу, это на Политбюро звучало. Не могли они этого говорить. И это с уст, ну, академик-то Александров, не только президент, но он же конкретно институт этот возглавлял, то ядерный же исследование. И Ефим Павлович, вся энергетика им создана. Вот, вы понимаете, тут же ведь тебя не спасали. Вот чутье мне подсказывает, что что-то, так сказать, произошло такое, а информация на первых. Ой, лукавит. А вот когда потом
видимо, что не знает, как и остановить этот процесс, что делать. И начали, а вот если засыпать и много насыпать, они обвалятся туда, и что будет? А попадет в воды, и там речушка эта, Припять, и через нее пойдет туда, и тогда это целый бассейн на 35 миллионов людей, которые потребляют эту воду. То есть вот я через несколько дней, вообще говоря, стала уже картина, стала я. Скорее даже там подняли шум средства массовой информации, с Запада даже приходили. А мы все никак не могли разобраться. В Швеции. Конечно, комбайнеру трудно разобраться со Ставрополя. Я не думаю, чтобы на заседании ЦК и Кабинета министров, тем более, и особенно если там присутствовал Рыжков, могли говорить вещи, которые непонятны были вот этому товарищу. Я сомневаюсь. Поэтому то, что Горбачев говорит, скорее всего, это партийные какие-то передержки. А мы вот пеклись и думали, как все сделать, чтобы это не ударило сразу вот на Киев и туда дальше, по течению реки. Это особенно вот эта угроза. И мы не знали в то время, что Беларусь уже вот так поражена, Гомель и Могилев. Не знали в то время. То белорусы не хуже нас ориентировались в этих делах. Могут разобраться во всей этой эпопее, всю природу того, что получилось, что за авария, каких Ну масштабов. что вы тут и что с ней делать. Но говорите? с другой стороны, я понимал, что сейчас же начинает, у каждого работает мысль о том, значит, что-то там остановить хотели, какой-то там эксперимент какой-то сделать. А при эксперименте, наверное, надо было и то, и другое. А все ли продумали, начинает же у всех головы работать. Болтун. А потом встает и вообще, а что это за Болтун. реактор? Каких Надежный ли? свет не Где видал. стоят еще? То есть тут начинает же ведь... Можно я как-то ускорю или что? Ну, не могу я это слушать. Все такое поступало. Так я должен сказать, по моему заданию работала большая группа КГБ.